Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили чрезвычайные новости о семье российского композитора Дмитрия Юрьевича Маликова. Вчера в Центральном суде города Москвы была поставлена жирная точка и закончено самое громкое судебное разбирательство за 2022-2023 года. Дочь Дмитрия Юрьевича, 23-летняя Стефания Маликова, наконец-то получила жесткое и справедливое наказание за свои противозаконные поступки. Зрители со стажем могут помнить, что еще осенью 2022 года Стефания Маликова получила печальную известность по причине своего неадекватного поступка. Стефания Маликова ради пиара собственного видеоканала вместе с друзьями-блогерами забралась на Ваганьковское кладбище и, договорившись с охраной, совершила безумный поступок. Дочь российского композитора при помощи строительной бригады раскопала могилу Владимира Высоцкого, осквернила ее, а шокирующее видео выложила в российский интернет. Чрезвычайным событием заинтересовались Генеральная прокуратура и последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади, которая в связи с шокирующим событием приехала в Россию и захотела встретиться с Дмитрием Маликовым и его дочерью. После 3 месяцев судебного разбирательства суд города Москвы вынес первый приговор для Стефании Маликовой – 6 лет лишения свободы за осквернение могилы Владимира Высоцкого и финансовое мошенничество. Дочь российского композитора отправилась по этапу в женскую исправительную колонию в городе Ижевске, где провела там 5 месяцев. Однако в июле этого года произошло чрезвычайное событие. Стефания Маликова совершила побег из женской колонии в городе Ижевске. По некоторым данным, в этом деле ей помог тюремный охранник, который был влюблен в молодую девушку. Однако бегство из колонии не удалось. Через несколько дней беглецы были задержаны, и Стефании Маликовой увеличили срок лишения свободы. По самым последним данным криминальной сводки МВД города Москвы, с учетом всех преступлений, осквернения могилы Владимира Высоцкого, финансового мошенничества и побега из мест лишения свободы, Стефании Маликовой огласили окончательный тюремный приговор – 12 лет лишения свободы. Помимо этого, Министерство культуры Российской Федерации потребовало ограничить бизнес семьи Дмитрия Маликова, а также появление самого российского композитора в телевизионной рекламе интернет-магазина «Озон». По мнению антикоррупционного комитета и Министерства культуры Российской Федерации, человек, который воспитал дочь-преступницу, не имеет права появляться на телевизионных каналах и зарабатывать на рекламе. Также отметим, что Марина Влади настояла на санкционных действиях против семьи Дмитрия Маликова. В связи с шокирующим поступком своей дочери Дмитрий Маликов уже несколько месяцев не имеет права выезжать за границу и давать там свои концерты.